Всем привет! Вы на канале «Шить для себя это удобно». Листая старые журналы, я нашла вот такую блузку. Она мне очень-очень понравилась. Посмотрите на технический рисунок. Просто кроить, как она элегантно смотрится. И посчитала, что она мне жизненно необходима. Как в белом варианте, вполне возможно, я что-то похожее сошью, так как гардероб нужно менять на весну. Вот, и буду шить из такого шелка плотного. Написано, что это сатин. Написано, что это 100% итальянский сатин, какая-то стела и так далее и тому подобное. Не знаю. Выбирала не по этому принципу, выбирала по ощущениям, по цвету, по фактуре. Мне очень-очень понравился. Вот. С чего буду начинать? Как всегда, буду начинать с базовой конструкции. И база строится точно так же, как я строила всегда. Ссылку вы увидите под этим видео. Ничего нового я вносить не буду. Итак, так выглядит моя базовая основа. Я вам ее часто показываю. Она построена с прибавкой на свободу облегания по груди 6 сантиметров к обхвату груди и к полуобхвату 3 сантиметра. В ту конструкцию, которую я сейчас вам даю, прибавка будет сантиметров 12, то есть 6 сантиметров к полуобхвату груди. Вот. В этом случае достаточно добавить с каждой стороны по пару сантиметров и расширить основу, которую мы строили с вами у меня на канале. Вот. А вот уже конструктивные линии, которые вы сейчас видите, я вам покажу на маленьком макете. Так будет удобней и всем будет все видно. Итак, начинаем с передней половинки и расширяем от средней линии в сторону на 2 сантиметра. Это будет линия полузаноса. Я предлагаю еще расширить на 2 сантиметра. Это будет та линия, которая дойдет до середины. А нам нужно, чтобы это была планка с заходом. Вот, поэтому сразу можно увеличить еще на 3 сантиметра. 3. Еще добавляем 3. Итого в итоге мы увеличиваем на 5 сантиметров. Это сначала линия полузаноса, а потом планка, у которой 2 сантиметра сама планка и сантиметр на подгибку. Это мой вариант. Теперь, что важно? Важно перенести выточку в сторону горловины. Отступаем 7 сантиметров. Отступаем от середины центра груди в сторону сантиметра 1,5. И теперь нам нужно нарисовать новую выточку. Вот таким образом. Раствор выточки не изменится, мы просто немножко поменяем направление. Вот. Теперь вырезаем эту деталь. Углубляться здесь по пройме ничего мы не будем, все оставим как есть. И теперь мы закрываем эту выточку и открываем выточку вот сюда. То есть новая выточка я нарисую сейчас другим цветом. Выточку я нарисовала красным и теперь продолжаю чертить красным. Опускаю вниз рельеф. Ставлю напротив груди отметку. На талии отступаю где-то по сантиметру. Вниз отступаю сантиметрика на 3 и делаю здесь небольшую выточку. Все острые углы, конечно же, делаю покатыми.
Вот таким образом. Длина моей блузки 65 сантиметров по переду и где-то 70 сантиметров по спинке будет. Вот. И теперь мне нужно нарисовать линию переноса выточки. Как я уже сказала, 7 сантиметров. И вырезать всю эту деталь и открыть выточку в сторону горловины. Но перед этим расширяем сторону на 2 сантиметра. И параллельно сразу чертим такую же линию. То же самое делаем со стороны спинки. Отмечаем талию так, чтобы эти две точки совпали. Что я хочу еще сказать? Я всегда для рубашки опускаю на 1,5 сантиметра линию плеча по переду и поднимаю со стороны спинки. Когда я сейчас буду вырезать, этот момент я начертила, чтобы не забыть. Вырезаю деталь переда и моделирую выточку сюда. Выточку я вырезала и теперь закрываю ее. Вот та выточка, которая у нас была, теперь заклеиваю. И она открывается непосредственно в горловину. И нам теперь нужно не забыть, во-первых, разрезать эти детали между собой. Сразу делать, вот это у нас центральная деталь и деталь боковая. Они будут стыковаться по центру груди. Теперь мы отрезаем сантиметр от переда. Вот так. Но предварительно нужно вырезать спинку. Не забыть расширить. Но это мы сделаем потом. Сначала делаем именно так. Вырезаем спинку. Уже с внесенными изменениями. Опускаемся на 13 сантиметров и отрезаем деталь. Вот эта выточка, она закрывается. Мы ее слегка закроем. Сейчас вот сначала делаем ровную линию. Вот так. И теперь слегка закрываем. Совсем немножко. Наполовину закрываем. И у нас получается, открывается выточка в пройму. Вот так. Значит, здесь я закалываю. Вот. Теперь прикладываю к переду. Вот таким образом. И вот таким образом прикрепляю. И потом отрежу по красной линии. Теперь отрезаю по красной линии, и кокетка в нашем случае расширяется. Вверх. Здесь корректирую. Все, у нас получилась кокетка, получилась спинка и получилась средняя часть переда. Рукав моделировать не нужно, он такой же, как мы его строили в моих видео, без всяких изменений. Значит, по модели здесь будет клапан, форму клапана я покажу, когда буду выкраивать. И как обработать планку я покажу, как выкроить воротник.
очень много раз показывала, но на этот раз я решила еще раз вам показать, чтобы не возникали вопросы. Обязательно вам нужно измерить полностью длину горловины по переду и по спинке. Записать эти значения на листочке. Это мои готовые выкройки. Я показываю вам, как нужно измерить горловину, длину горловины. Устанавливаете вот таким образом сантиметровую ленту. Я измеряю, у меня 26 сантиметров получается. Теперь это важно. Важно еще понять, где у вас точка плечевая. Вот, измеряете до нее и после нее. Обратите внимание, что я, как вам показывала на черновичке, так и здесь точно так же отрезала от передней половинки и доклеила кокетки. Все то же самое. Здесь нет никаких изменений. И теперь расскажу вам, как построить воротник рубашечный. Свою версию, так как я вижу эту модель. На самом деле вариантов может быть много. Чертим прямой угол. Откладываем ширину стойки 3 сантиметра. Затем откладываем от угла 9,5 сантиметров. От этого угла откладываем 4 сантиметра. Вся длина рамки в моем случае 25,5. Почему 25,5? Потому что мы будем поднимать нижнюю часть стойки, и тем самым увеличивается длина. Поднявшись на 4 сантиметра, мы ставим точку и начинаем откладывать вдоль нее 26 сантиметров, то, что мы замерили. 2 сантиметра – это линия полузаноса. От линии полузаноса вверх тоже 3 сантиметра под прямым углом. И теперь параллельно получившейся линии мы рисуем верхнюю часть стойки. Посередине будет петля, немножко переходя за среднюю линию. Как построить отлет воротника? Нужно подняться 2,5, затем еще 2,5, отложить от средней линии, которую мы сделали под перпендикуляром, где-то 0,5-0,7, и в эту точку плавной линией провести нижнюю часть отлета. Затем отложить вверх, я так думаю, сантиметров 5, я начертила, да, 5 сантиметров. Вот, от вот этой точки вверх поднимемся на, плохо видно, на 7 сантиметров. Получаем точку и проводим прямую линию. Отступив на 1 сантиметр, соединяем вот с этой точкой. Все, воротник построен. Все выкраиваем, как обычно. Очень часто показываю, как обрабатывается воротник. Как этот раз буду обрабатывать, еще сама точно не знаю. Вариантов много, я их знаю 4. Вот, все сейчас раскладываю и выкраиваю. Итак, раскладка в моем случае выглядит следующим образом. Обратите внимание, какими иголочками я пользуюсь. Это важно, они должны быть. Когда шьешь шелк, в других тканях они очень гнутся, а для шелка незаменимые. Вот такие тоненькие, с такими красными шариками на конце. Значит, 2 детали со сгибом отлета, 2 детали стойки. Все нужно продублировать. Здесь я не повторяюсь. Воротничковым флизелином и обычным флизелином. Одну деталь так, одну деталь так. 2 кокетки, у меня на столе не помещается, 2 кокетки. Я постараюсь всю рубашку шить без оверлока с запашивочным швом. Так, здесь с этой стороны укладывается рукав, мне не хватает места. Вот, длина рукава
сантиметров 40 в моем варианте. И по низу, скорее всего, будет манжет. Выкраиваю с небольшими припусками где-то по сантиметру. Как раз будет 5 миллиметров на один шов и 5 миллиметров на другой шов. Так как выкройка отработана, мне большие запасы делать не нужно. Совсем забыла сказать, что для такой блузки потребуется при ширине 1,50 м минимум 1,50 м ткани. По низу я буду оставлять сантиметра по 2. Шов планирую сделать тоненьким, но на всякий случай 2 сантиметра делаю, если что, подрежу. Приступаю к вырезанию. Сборку блузки я начинаю с заготовки мелких деталей, непосредственно воротника. Обратите внимание, что детали сначала продублированы вот таким трикотажным дублерином. Я полностью дублирую участок, где буду вырезать детали, а потом уже зафиксированные ткани вырезаю детали вот таким трикотажным дублерином. Вот, с одной стороны он остается, просто он белый, я показываю вам бежевый, вот он остается, а со второй стороны, например, отлета, я приклеиваю воротничковый флизелин, это вот такой, или дублерин он называется. Вот, так выглядит отлет. Сначала я соединяю лицо с лицом и по контуру обтачиваю отлет, а затем шов отгибаю в сторону дублерина воротничкового и настрачиваю строчку по отлету, ну где-то не доходя сантиметров по 5 до краев. В этом случае отлет получается с естественным перекантом. Посмотрите, он сам укладывается. Затем отлет я приутюживаю и соединяю по верхнему краю. Верхняя часть воротника, то есть сам отлет вверх, он где-то на 5 миллиметров больше, чем низ, чтобы образовался вот такой перекант. Касаемо стоек. Стойки делаю аналогично. Сначала обычным дублерином фиксирую всю ткань, а затем на стоечку наклеиваю дублерин воротничковый, а верхний, тоже продублированный, по краю, по низу прокладываю стабилизирующую строчку и вот так заутюживаю для удобства. Потом будет удобно обрабатывать. Сейчас я буду после приутюживания буду соединять отлет со стойкой. Теперь на внутреннюю стойку, которая лежит лицом вверх, мы укладываем лицо с лицом воротник и сверху укладываем стойку внутреннюю, скрепляем посередине, и я вам советую от середины и строчить. Строчить я буду по нижней части дублерина, сразу соединяя три детали. Вот таким образом. Значит, здесь я ставлю обязательно рассечку, до которой у меня должен дойти сам отлет воротника. Вот так. И эти рассечки у нижнего и верхнего стойки воротника должны совпасть. И плавненько, параллельно линии, дохожу до конца отлета и здесь останавливаюсь. В итоге вот что получается. Мы должны остановиться на краю воротника. То же самое делаем с другой стороны, в другую сторону. Теперь отлет воротника мы настрачиваем на нижнюю стойку. Нижняя стойка, она плотнее. Теперь отступаем буквально 1 миллиметр от края, ставим закрепку и
растрачиваем шов притачивания от лета к стойке. От начала до конца. Технологий обработки воротников рубашечного типа очень много. Сейчас я использую один из них. Не забываем отступить немножко, это важно. Обращаю ваше внимание. Необходимо это сделать для того, чтобы потом было удобно подлезть для обработки края. И вот именно сейчас мы перегибаем и от места настрачивания именно в эту точку попадаем и соединяем уголок воротника. Можно ориентироваться на край лапки, как я сейчас показываю, можно по шаблончику, по выкройке наметить себе линию четкую и по ней соединять край стойки. Края стойки с одной и с другой стороны должны быть одинаковые. Это тоже очень-очень важно. В конце строчки ставим закрепку. В этом месте закрепка тоже нужна. Если у вас получилась не очень ровная линия, ее всегда можно исправить на данном этапе и потом обрезать и рассечь. Так выглядит уже обработанный край стойки. Остается воротник приутюжить. Ну и впоследствии вметать уже вшить в горловину. Так он выглядит в готовом виде перед втачиванием. Продолжаем собирать нашу блузку. Я соединила две половинки переда по рельефному шву и обработала на оверлоке. Все-таки я решила обрабатывать оверлоком, потому что слишком толсто получается выворотный шов. Мне не понравилось. Вот, продолжаем. Одну и вторую половинку. Вот, я их заготовила. Теперь берем кокетку, состоящую из двух частей. На плечевой переда по кокетке укладываем между двумя кокетками плечевой уже готовой передней половинки, закалываем иголочками. С одной и с другой стороны. Ткань очень скользит, и ткань очень вредная. Сразу говорю, что если кто-то будет такую ткань использовать, она очень-очень вредная. Шить ее сложно. И соединяем. Я буду соединять где-то сантиметровым швом. Сначала к одной стороне кокетки, а потом подложу вторую сторону кокетки. Почему так? Потому что все очень скользит. Либо нужно приметывать, либо вот таким образом. То есть передняя половинка или полочка, она зажимается между двумя кокетками. Вот так я прокладываю шов. Шов проложила. И теперь сверху укладываю другую кокетку, которая проскользила мимо меня. То есть вот таким образом. Вот таким образом. И теперь стараюсь очень ровненько соединить детали. Новички, если шьют шелк, обязательно сметывают.
Края обрабатывать не нужно, так как края получается у нас внутри. Вот такой эффект достигается. Аналогичным способом мы будем пришивать кокетку по спинке, но на этом я остановлюсь более подробно. Вот иголочки нужно вытащить. Вот почему я не люблю иголки, потому что я их постоянно забываю, начинаю дергать. Вот. И шовчик обязательно приутюжить. Теперь обращаю ваше внимание, что вот у меня пришитая кокетка по плечевым. Теперь все передние половинки нужно закрутить вот так вот в трубочку. И кокетка обвернуть, то есть сделать так, чтобы наши полочки были внутри. Для чего это нужно? Для того, чтобы точно так же аккуратно присточить спинку. Мы укладываем спинку на этот участок, начиная от середины. Вот, видите? И начинаем точно так же притачивать его по нижней части кокетки. Сюда. Вот я пристрочила изнутри, соединила 3 слоя, и теперь через горловину вот так все выворачиваю. И получается кокетка пришитая изнутри. Теперь нужно по краю горловины и одновременно по горловине переда проложить стабилизирующую строчку, закрепить кокетку к кокетке по ростку. Даем стабилизирующую строчку. После соединения с кокеткой можно вшивать воротник, и я буду это делать следующим способом. Вот эта рассечка на загиб, она совмещается с вот этим изгибом. Совмещаем и закалываем. И получается, что мы притачиваем одновременно и планку, изнаночную часть, и затем вот так втачиваем все в горловину. Можно все это заметать, а потом вшить. Начинаем именно с этого момента. Очень важно вот эту рассечку совместить со сгибом воротника. Хочу показать, что получается на первоначальном этапе. Смотрите, вот эту строчку мы делали по низу для того, чтобы подгибать. Мы стараемся попасть в нее. Вот так проходим. Смотрите, вот так. И потом я строчу вдоль контура дублерина. Совмещаю середину с серединой. Я не наметываю, потому что мне так удобней. Хотя ткань очень скользящая, но тем не менее. И вот так вдоль дублерина. Он у меня четко вырезан по выкройке. Я все разворачиваю аккуратненько. Дохожу до вот этого участка. Точно так же совмещаю иголочкой, либо держу рукой. И аккуратно продолжаю вшивать. Если вы дублерин вырезаете четко по стойке, то вот таким образом можно втачивать, как показываю я. И аккуратно, аккуратно. Главное совместить рассечку, вот этот шовчик развернуть, уложить пальчиком. Останавливаемся на шве, затем разворачиваемся и дальше строчим по вот этой линии. Я надеюсь, видно. Вот по этой линии.
Вот что получается. Вот эту строчку нужно подпороть, это стабилизирующее. Вот, сейчас покажу с этой стороны. Вот такой получается край, аккуратный. И нам останется подвернуть все вовнутрь, весь этот шов развернуть, заутюжить. И сверху по стабилизирующей строчке загибаем и сверху настрачиваем. Но сначала заметываем. Очень важно показать, что весь шов нужно завернуть вверх. Вверх. Вот так. И теперь в таком состоянии с помощью ручной иглы, вот сейчас, здесь закрепляем. Приметываем край. И заворачиваем одновременно с заворотом шва притачивания, потому что его либо нужно отутюживать, либо приметывать. Вот таким образом. На весу мне это делать неудобно. И вот так по всей площади я заметываю. С изнанки вот что получается. И даю строчку. Итак, я приметала воротник. И теперь настрачиваю планку, та, которая под пуговицы. Вот себе выбрала ориентир и сразу настрачиваю. Ширина где-то 2,5. Ориентируюсь вот на рисочку. Выбрала для себя ориентир. Дохожу, ставлю закрепку. Вот так получается. С этой стороны планка настрочена. И теперь либо по лицу, либо по изнанке, как у вас лучше получится. Но главное, чтобы строчка это была очень-очень красивая. Я, наверное, все-таки попытаюсь с этой стороны настрочить. Все-таки заела. И теперь здесь наметка. Немножечко я больше подверну. И пытаюсь строчить. Вот в итоге что получается. Вот здесь вот надо будет исправить. Ну и я продолжаю. Так я пристрачиваю внутреннюю часть воротника. Воротник вшили, так выглядит вшитый воротник с одной и с другой стороны. Теперь мы вметываем рукава обычным способом на обычной машине и потом на верлаке и соединяем боковой шов на рукаве и на самой рубашке. Рукава я вметала в открытую пройму, а затем соединила боковой, оставив сантиметров 15 вниз для того, чтобы образовался разрез. Значит, нам осталось обработать разрез и низ изделия и низ рукавов. Ну, начнем мы с низа рукавов. Я измерила свою руку, там, где будет заканчиваться, сделала прибавку на заход и 2 сантиметра на шов. И в итоге у меня получился вот такой манжет. Я его продублировала, одну сторону заутюжила.
Это все, что нужно сделать. Здесь замерить, добавить 3 сантиметра на заход, плюс 2 сантиметра на шов. Итого 5 сантиметров от руки. Но мерите не плотно. Вот, теперь, после того, когда бок соединен, мне нужно наметить место расположения шлицы. И еще посмотрите, как я делаю низ рукава. То есть впереди у меня короче, сзади длиннее. Вот. Со стороны спинки переворачиваю. И где-то посередине, в сложенном состоянии, посередине где-то, можно чуть ближе к боковому шву, я наношу себе линию разреза. Я его большим делать не буду. Вот где-то на этом месте вот такая. Разрежу и обработаю просто косой биечкой этот уголок, как обычно показываю. Вот, после чего к самой косой, к этому разрезику сделаю несколько защипов по ширине руки. И здесь один. И соединю. И будет вот такой красивый рукав на манжете. Такая идея. Как обработать шлицу на рукаве? Я советую, если вы шьете из похожего шелка, то обязательно продублировать трикотажным флизелином, особенно вот этот уголок, очень важно. Вот, я заготовила косую бейку, попытаюсь ее пришить сразу, но вам советую приметать. То есть вот таким образом огибаем и настрачиваем, доходя до уголка, рассекаем, то есть разворачиваем вот в прямую линию. Пришиваем косую бейку по всей длине разреза. Я под камеру делать это не буду, потому что очень-очень скользко. Главное начать, вот, и потом все будет уже легко. Я заворачиваю и строчу по краю косой бейки. Дохожу до уголка и завожу аккуратненько и прохожу рядом и продолжаю разворачивать вот таким образом. Захватывая по всей длине. Вот что в итоге получилось. И нам на этом участке нужно зашить уголочек изнутри. В итоге получили вот такую шлицу обработанную. И теперь нужно сложить пополам. И вот этот краешек либо вручную, либо на машине зашить. И все. Приступаем к обработке непосредственно манжета. Я показываю вам в видео сейчас, как это происходит. Перед тем, как манжет пришивать, нужно обязательно заложить складки. Вы можете заколоть их иголочками. А я еще помимо того, что заколано, всегда прокладываю стабилизирующую строчку. Видео будет на ускоренном режиме, так как звук буду наговаривать и комментировать все, что я делаю. Все излишки по низу рукава закладываю в складки. Вот так это выглядит. И теперь непосредственно приступаем к притачиванию манжета. Выпускаем вперед манжет на ширину захода, в моем случае это 3-4 сантиметра, и притачиваем с лицевой стороны по краю. Стараемся перекрывать строчку стабилизирующую. В конце
выпускаем только на шов. И теперь складываем пополам и обрабатываем край манжета, уравниваем срезы. Край заутюженный таким и остается, только мы его выпрямляем. Другой краешек мы обрабатываем буквой Г, четко попадаем в точку начала притачивания манжета. Обрезаем уголочки и потом выворачиваем на лицо. Все как всегда. И теперь нужно аккуратно настрочить строчку по лицу, захватывая нижний манжет. И теперь аккуратно настрачиваем строчку по верху, контролируя низ. Я это делаю без наметки, вы можете это заметать. Но на шелке делать проблематично, потому что при вытаскивании нитки получаются стрелки. Обратите на это внимание. Если нет необходимости, я не заметываю. Вот, держим край рукой и помогаем себе натяжением. Даем строчку на 0,1 от края. Чаще всего манжеты я обрабатываю именно так. По верху от строчки не будет. На шелке этого не обязательно. Манжет готов. Осталось петельки выметать и пришить пуговицу. Так он выглядит. Разрез я уже один сделала. Теперь хочу показать, как выглядит обработка низа. Обязательно дублирую его трикотажным флизелином и буду обрабатывать подгибку с закрытым срезом вот таким способом. Приступаем к обработке разреза. Я использую обтачки. Обтачки тоже продублировала. И край разреза тоже продублировала. И сейчас подрезаю дублерин и делаю рассечку до строчки. И теперь укладываю одну обтачку и притачиваю именно в шов стачивания бокового шва. Нужно постараться попасть. Если вы не попадете, нужно добиться этого состояния. Не сразу это получается на шелке. Притачиваем одну обтачку. Вот смотрим, чуть-чуть не попало, поэтому я чуть-чуть, буквально на 2 миллиметра еще даю строчку параллельно первой. Теперь отгибаю в сторону, шов направляю в сторону обтачки и растрачиваю этот шов, то есть закрепляю. Аналогично делаем с другой стороны, и после чего соединяем две обтачки по верху, тоже попадая в строчку, не переходя начало. Швы все приутюживаем, так это выглядит. И теперь точно так же по другой стороне растрачиваем шов для закрепления. Вот. Теперь нужно загнуть 2 раза и проложить отделочную строчку. Вверх тоже подгибаем. Я заметала ручными стежками для удобства. Здесь в этом случае не обойтись без наметки. И даю строчку на ширину лапки по всему периметру, плавно переходя на другую сторону. Можно сверху сделать дополнительную закрепку.
по необходимости. Рубашка наша почти готова, останется только обработать низ. Приутюживаем. И вот теперь подгибаем 2 раза и застрачиваем. Так выглядит готовая блузка, воротник, планка. Настрочила я отделочную ленточку по планке в связи с тем, что появилась стрелка вдоль петель со стороны спинки. Кокетка. Ткань, конечно, очень приятная глазу. Так она выглядит в готовом виде. Если вам понравилось и информация была для вас полезной, то обязательно нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, комментируйте. Мне будет очень приятно. Всем творческих успехов!